Нам часто задают вопрос, где можно купить такую юрту, где можно заказать. Но на самом деле мы эту юрту полностью спроектировали и сшили сами. Кстати, в одном из видео даже мы частично показали этот момент. И вот сейчас мы ее тестируем. Уже протестировали в сильный-сильный мороз, в минус 42. Она прям хорошо себя показала. И сегодня тестируем уже в сильный ветер. Мы сидим просто, ничего не видно. Да. Они примерзшие. Думаю, нормально. В сопровождении егеря, потому что сегодня очень-очень-очень сильно замело. Все эти дни у нас, потому что были штормовые предупреждения, бураны были. Ух ты, ух ты. Кстати, еще один вопрос: зачем нам Нива? Вот зачем. Снег очень глубокий сегодня.
какой ветер, друзья! С большим трудом установили юрту, потому что ветер очень сильный. И посмотрите, как аж вот здесь вот видно, как вздуваются, как паруса у нас стенки. Но ничего, стоит. Вот сейчас видно даже вот как дверь колышется от ветра. Ветер очень сильный. Ну ничего, установили. Теперь сейчас прикопаем, поставим на растяжки, постелим пол. И все будет хорошо. Успели установить юрту до темна. Сейчас покажу вам. Застелили уже пол. Вот так вот. Полностью по всему периметру у нас вот так вот пол. Так что будет тепло. Сейчас быстро печку установим и все. И можно будет немножко вздохнуть, передохнуть. Сангенч вот здесь все еще возится там. Ну, держится, да? А ветер держится. Сильный. Ветер сильный. Ну вот успели и прикопать. Сейчас еще прикопаем. Да, и на растяжки поставить полностью. Ладно, печь устанавливать будет, да? Ага, все. И красота тут такая, друзья. Никого нет, как всегда. Вот такая вот красота тут. Нереально холодно, друзья, из-за того, что ветер сильный. Ну, кстати, сегодня погода теплая, но ветер, да. Ветер ну, сильный. как теплая. На самом деле, по температуре сегодня не так вроде бы низко, но из-за ветра не очень 40 градусов. холодно. Нет, не 40, не 42, как в прошлый раз. Ну, повесим градусник снова, посмотрим. Ну, если бы был бы тогда такой ветер, и 30 градусов хватило бы, чтобы озябнуть полностью. Так. Сначала нашу старую кремнеземную ткань подпечь, Так. потом Вот доску. Чуть-чуть. Следом новую кремнеземную ткань. А, кстати, ну, Она тоже уже совсем не новая у нас, но поновее, чем та. Железный противень. ну, приблизительно. Сейчас будем его еще двигать. Да, и вот так вот под наше отверстие для дымовой трубы. Печь ледяная прям. Вот эта печка, она хоть и самая такая у нас простая на вид, но она самая теплая, мощная. Как танковая. И для нашей юрты, по-моему, это лучший вариант, да, Сангенч?
кстати. Кто-то недавно писал, там, наверное, 10 килограмм она весит. Она весит 16 с лишним килограмм. Толстостенная. А по-моему 16 с чем-то она весила с экранами, а экраны-то мы на другую печку отправили. Но здесь мы добавили трубы и... И противень, да, добавили? Противень добавили, да. Тогда, может быть, мы-то да. полностью считаем. Кстати, заметили, да, как пар изо рта идет? А то в прошлый раз многие говорили, пар изо рта не идет. Пар изо рта идет, когда минус 5 градусов уже очень сильно идет. Минус 10 тоже сильный пар идет. Вот. Нет, Есть, здесь да? не видно, здесь из-за белых стен. Вижу, как идет. Да. А когда очень низкие температуры, минус 30, минус 40, почему-то меньше гораздо. Есть пар, но он гораздо меньше. Это от влажности воздуха зависит. Ну, если нас кто-нибудь смотрит, физик какой-нибудь, может быть, сможет объяснить. Мы замечали, что это от влажности воздуха. Если он влажный, то да, там бывает такое, что еще пар есть. А так обычно он замораживает его. При сухом морозе, да, почему-то пар не идет изо рта особо. Так. Вот так. Идеально. Вот так. Все, разожгли печь, затопили печь. Теперь вообще тепло. Хотя, если честно, я сегодня не особо замерзла. Пока лопатой там прикапывала юрту нашу, в общем-то, разогрелась хорошенько.
Вот такие вот у нас 2 рулона кошмы. Войлок такой у нас. Мы будем застилать вот здесь вот вдоль наших стеночек, на которых будем потом сидеть, отдыхать, лежать. У многих просто возник вопрос, как мы так спим, как не холодно, холодно там вам. Нет, не холодно, потому что вот такая вот натуральная кошма, она сантиметр идет, вот. Угу. Натуральная. Она очень теплая. Итак, мы ее застилаем и на них еще стелим разные утеплители. Вот так. Вот так вот здесь. Она длинная. Длиной в 2 метра у нас, по-моему, она идет. Ну, мы ее там по бокам немножко сложим. Да. Нормально. Вот так вот мы застелили сначала снизу кошму. Вот такая вот овечья. Сантиметр аж толщиной. Теплая такая кошма. Вот войлок. И сверху уже фольгированный коврик. Только потом уже сверху будем застилать постель. Будет тепло. Классно. Классно, друзья. Классно, Смотрите, ни одной живой души. да? Ни одной живой души, как всегда. Но мы сегодня на машине на леднике. Говорят, лед примерно 50 сантиметров, уже ездить можно. Поэтому сейчас посмотрим. Жерлички поставим. Лед такой приличный уже. Да. Ой, слушайте, как красиво там. Вот сейчас черпак еще уроню. Не надо, мы уже столько черпаков уронили туда. У Потеряли. меня вообще способность к этому очень хорошая.
Александр Евгеньевич поставил последнюю жерлицу. Такой ветерок у нас дует. Хороший. Кстати, пришло оповещение только что, что завтра ветер сильный. 25 метров в секунду. Сильный гололед. Метров в секунду. Угу. Сильный гололед и сильный туман. Так синий что... туман? Да. Похож на обман. В юрте очень тепло. Мы уже там полностью все расставили. Все украсили как нужно. Застелили. Все, будем скоро отдыхать. Здесь, получается, поставили вот эти две жерлицы. Здесь мель идет, ну, где-то 1,5 где-то метра, максимум 2. И там на свалечке 5 штук поставили. Вот здесь на свале. Их не видно, наверное. А там вон дорога проходит там. Не, ничего. А да, машины ездят. Угу. Они все домой едут. Вот так вот наши картины выглядят в сложенном состоянии. Очень такие компактные, удобные для переноски. Тоже сейчас повесим их. Сейчас покажу вам, как там у нас в юрте. О, как тепло тут. Как же тут тепло, друзья. Вот так вот мы уже все полностью здесь разложились, застелились и даже подвесили вот такой вот умывальничек, рукомойник. Осталось только ведерко под него подставить и все дела. Смотрите, как раздувает ветром. Дверь открыла. Надувается там внутри. Ага. Вот так вот у нас. Тепло, уютно, как всегда. Но ветер мощный. Посмотрите, как картины аж там ходят у нас. Да, стенки аж ходят. Но очень тепло. Сегодня, друзья, мы с вами впервые видимся в этом году, в этом новом году. Столько мы получили добрых пожеланий, столько комментов хороших, добрых от вас. И хотела бы поблагодарить вас, поблагодарить за ваши теплые отношения к нам и за то, что вы вместе с нами переживаете за нас и любите нас. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за добрые комментарии, за добрые слова. Ветер дует вот с этой стороны, прямо в бок юрты. И поэтому решили еще прикопать хорошенечко, чтобы прямо крепко-крепко снег держал снизу юрту. Сегодня хорошая проверка, как она себя поведет. Ветер сильный. Это все запас дров на сегодня. Ну, с расчетом, что если вдруг еще придется остаться на сутки. Это все запечатанные коробки с дровами у нас. Дрова и всю провизию мы всегда берем на лишние сутки. Воду, еду, это всегда так, это безопасность. Всегда должен быть запас. Температура у нас сегодня минус 13 градусов. Температура совершенно не такая, не низкая, только из-за ветра. Ощущение такое очень морозное. Ветер сильный.
Солнце уже полностью село. Снежок идет. Вот, а мы греемся в юрте. Красота какая. Какая красота. Стоят вот так вот у нас жерлицы. Прямо рядом с палаточкой. Ну и там тоже подальше стоят. Несколько штук Александр Евгеньевич там дальше тоже поставил. Может быть и повезет. Посмотрим. О, Александр Евгеньевич тут отдыхает, уже разделся. Вы знаете, связь вроде бы была, а сейчас ее здесь, нет. она здесь такая связь у нас. Да. Непостоянная. Кстати, у нас чайник Идет. закипел. А, да, Поставил. кстати, чайник я поставила для того, чтобы в рукомойник залить, чтобы теплой водой руки мыть. А, да? Ага. Слушайте, она прям теплая-теплая. Классно. Все дела, да? Да. Связали для нашего рукомойника вот такой вот чулок. Он даже чем-то на женский похож. Но зато можно вот так вот спокойно подвесить на колечко. И все, и он висит тут. И антуражно. И самое главное, что удобно. Это какое-то все равно маломальски, но удобство в юрте. Тихий час. Ой, слушайте, так классно. Самое главное, что юрта не продувается. Угу. Вот, смотрите, какой ветер там. Да, очень тепло. Вот здесь, кстати, полы аж горячие стали. Очень тепло. Нет, даже вот так вот надо к стенке, потому что от печки идет сильный жар. А вот вы смотрите, какой ветер там на улице, морозный, да? И вообще не продувается. Надо было перышки взять вот так вот. Вот перышки. Сами стены, конечно, колышутся, видно вот. Не, ну конечно, Но не колышется. Но не продувает. Да. Здесь прям тепло. Ой, слушайте, аж спать хочется. Вот так вот мы здесь развалились. Наши сумки еще не разложили до конца, даже то, что нам нужно. Еще стол даже не поставили. Ну, ничего. Сейчас немножечко поваляемся и будем готовить что-то вкусненькое. Да? Да.
Знаешь, что он так умеет? Ничего себе! Первый раз так вижу. Дайте-ка, Сангеич. Сейчас. Друзья, смотрите. Что-то наш фонарик как-то по-другому заработал. Первый раз вообще. Знаете, на самом деле у него на коробке было написано, что есть функция такой горящей свечи. Но как это Как она происходит, включается? мы не знали, да. Как Я её даже не включить. знаю, что я сделал. А теперь получилось. Как же это красиво. Как же красиво, слушайте. Как будто горит, да? Да, Действительно. здорово. Красиво. Вот, поставим сюда его. Мгм. А здесь будем готовить. Ну-ка. Мгм. Еще даже игрушка осталась. А здесь у нас еще даже новогодняя игрушка осталась. Мясо у нас замороженное, но уже успело подтаять. И помидорки тоже у нас здесь замороженные. Еще такие каменные. Но ничего страшного. Мы их прям так закидаем сюда к мяску. Будет вкусно. Сделаем сегодня такое жаркое из говядины. Сангеич там балдеет. Телефон наш горячий. Смотрите, смотрите, какой ветер там. Ага. Ветер, что надо. Что надо, да. Прям смотрите, порывы какие. Ох, как. Кстати, вот хороший тест, да? Замечательный Мгм. тест. Мгм. Ой, красота. Все, будем готовить быстренько закидывать все и ставить на печку. Картошки начистим. Помидор еще не разморозился. Вот такими кусками закинем. И тоже здесь сюда.
чуть-чуть маслица. И все, готово. Александр Евгеньевич собирается проверять жерлицы. Еще всегда такая надежда, да? Вы выходите и думаете, там хотя бы пару флажков горит. Пока ничего еще не горит. Вот такая вот шапочка удобная. Кстати, и теплая. Я ее вам купил. Не, у меня хватает шапочек теплых. Вот хорошо. Фонарь уже второй, потому что тот не выдержал. Хотя там мороза такого сильного нет. Курточка. Пойдем посмотрим. Хочу показать, сколько у нас здесь градусов в юрте. Сейчас 24 градуса. Но печь сейчас у нас не на всю кочегарит. Так, на среднем там огне. На среднем огне. Да и дрова не самые такие, скажем так. Да, дрова жаркие. немножко сыроватые у нас. Ну ничего. Все, пойдем сейчас сказал, что они проверять. вообще мокрые. Сегодня рубил их. Это ужас. Ну, кто рубил дрова, они знают. Мокрые дрова рубить. О, ветер какой, а? Еще сильнее, что ли, стал? Вот Александр Евгеньевич тут жерлицы проверяет. Я тут катаюсь. А, У меня каток тут. Посмотрите какой. о, ничего себе. Под нами Давайте. 6 метров глубины. Нормально. Не так скользко? Это так жерлицы, да, вы вышли проверять? А все равно не клюет. Хоть покатаюсь. О, Здорово, да? обувь нужна скользкая. Раньше в детстве, я помню, зимой всем двором выходили, и кто-то сделает там, накатает каток. И все друг за другом вот так гуськом катались. Часами катались так. Да. А вон там вот наша юрта. Стоит одна одинешенька. Вокруг никого. Ничего. Смотрите. Да, 360 градусов, абсолютно никого. Пойдемте посмотрим, какая температура на улице сейчас. Кстати, здесь такой глубокий снег местами. Местами лысый такой лед, а местами сугробы. Барханы. Ага, барханы намело. Смотрите, как юрта ходит ходуном. Юрта ходит от ветра ходуном. А, вот у нас здесь градусник. Так, температура. Нет, температура не настолько
холодная. Здесь всего... Ой, сейчас, секунду. Вот, вижу. Всего 13 градусов. Да, так и осталось. 13. Поставили юрту на 8 растяжек. С 8 сторон ее закрепили. И полностью вот так окопали. Поэтому она более-менее так нормально. Юбка у нее просто шикарная. Просто шикарная. Да. Классно. Смотрите, как держит. Ага. Кстати, мы могли ее укрепить на 16 растяжек. Еще там поверху растяжки, между ними. Ну, скорее всего, не понадобится. Да нет, наверное. А в сильный шторм, просто спрашивали некоторые, вот сильный шторм выдержит ли? Ни одна палатка ничего не выдержит. Это должна быть какая-то конструкция очень тяжелая. Но Мобильная вот палатка никакая не выдержит. Если даже крыши домов сносит, У вас там, что там говорить про мы попадали вот в такие буран. вот. Ага. Ветер такой разыгрался, нешуточный. Вот там вот Александр Евгеньевич машину греет, чтобы потом не подвела вдруг нас машина. И вот рубит еще дрова там. А порывы ветра такие достаточно, временами особенно. Откуда дровишки? А у нас сухие есть в машине? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Вот сильный мороз. Да. Тестовый сигнал. Он такой мерзкий, такой громкий. Зато точно разбудит, когда нужно. А, любого, наверное, разбудит. Один есть. Снова не устаем повторять про датчики угарного газа, потому что когда ночуем в палатках, в юрте или в машине, мы обязательно используем эти датчики. Безопасность прежде всего. Да, прежде всего. Это обязательно. А вообще, как мы проверяли вот эти датчики, вот и вот этот наш старый, как мы проверяли, просто к выхлопной трубе поднесли очень близко к машине и уже. Вот так не поможет. Тогда он вот, показал. Многие, кстати, говорят, печку открытой не держать. Смотрите. Продемонстрирую. Вот, даже так. Только там горячо, но очень осторожно. Горячо. Ну вот. Ничего не будет, друзья. Потому что у нас все приточки работают хорошо. И отсюда идет вытяжка сразу. Она идет даже в пассивном режиме, если даже печка не работает. Она постоянно вытягивает отсюда воздух. Циркуляция идет постоянно. Нету здесь вот, нигде он не работает. Он моментально ловит угарный газ.
Друзья, кстати, хотели бы, наверное, минуту-две уделить именно безопасности, потому что редко об этом говорим, а очень многие люди смотрят наши видео, и оказывается, даже семейные пары хотят выехать куда-то, поехать, отдохнуть так же, как и мы. Это, конечно, замечательно, но прежде всего нужно думать о безопасности. Исключить риски, находясь где-то в дикой природе, если это не какой-то платник, там, да, это невозможно, сразу скажем. Но минимизировать их мы обязаны всегда. Первое, что мы должны знать и думать, это состояние наше, техническое состояние нашего автомобиля. Потому что именно в такой вот мороз, ну даже сейчас это мороз достаточно сильный, он должен всегда завестись. Нужно всегда проверять ваш автомобиль. Все масла, жидкости, ну и тому подобное. Конечно же, с собой мы всегда возим вот такую вот штуку. Это в простонародье называется джамстартер, пускач. В простонародье это просто пускач. Это никакая не реклама, он просто должен быть. Я надеюсь, что он никогда не пригодится, но он просто должен быть в машине. Просто для старта. Также сегодня уже говорил об этом. Провизия должна быть минимум на лишние сутки. Это вода, еда, дрова ваши, вот ваше тепло. Все остальное также. Бензин. Всегда нужно заправлять полный бак. Если у вас есть дополнительное место в салоне, у нас просто машинка очень маленькая, лучше брать даже, наверное, канистрочку бензина, хотя бы 10 литров, чтобы можно было выехать до ближайшей заправки. Также, друзья, если вы соберетесь или хотите вот где-то отдыхать на природе, особенно это дикая природа, нужно обязательно, чтобы кто-то, очень надежные люди, знали, где вы. Вот у нас, допустим, есть свой мини-клуб, это где-то 3-4 экипажа, таких же, как мы. Не все они супруги, это наши друзья близкие, которые всегда знают, где мы, на какой мы точке находимся, на какой локации. И они всегда знают, когда мы выйдем обратно и когда мы должны выйти на связь. Погрешность составляет 3 часа. Понимаете? То есть у нас есть свой чат, и они знают, что мы, допустим, такая-то пара или такие-то поехали туда. Если через 3 часа мы не выходим на связь, либо они не выходят на связь, 2 машины как минимум отправляются в эту точку. Потому что мы знаем, где наш друг, они знают, где мы находимся. Это очень важно, чтобы кто-то, надежный человек, знал, где вы находитесь. И со всем снаряжением он уже ехал на помощь, потому что может быть разное. Элементарно, у одного вот из наших просто бак лопнул. Он ехал по бездорожью, пластиковый бак был на Тигуане, Volkswagen Tiguan, и он просто лопнул, у него бак. Он не знал, что у него просто вытек бензин. Понимаете, элементарно просто. У кого-то зарядка села на телефоне, поэтому всегда должны быть пауэрбанки, всегда должны быть надежные эти штекера. Кстати, мы купили вчера новые тоже. Все должно быть очень надежным. Очень много вот этих фонарей всяких, которые работают и от батареек, и от вот этих же пауэрбанков. Минимизируйте риски, друзья. Просто так ехать куда-то неподготовленными это нельзя. Мы начали увлекаться кемпингом, автокемпингом, рыбалкой чуть больше 10 лет назад. И, конечно же, мы далеко никакие не профессионалы, а так просто любители. И все, что мы имеем, то, что у нас есть, мы приобретали вот по мере необходимости на протяжении всего этого времени. Вот на протяжении 10 лет. Мы с Александром Евгеньевичем такие люди из той категории, что учатся на собственных ошибках. У нас нет каких-то наставников или тех, кто бы мог нам дать какие-то советы. Вот инструкторов каких-то нет. И поэтому, да, вот в нашем увлечении мы проходим полностью через множество проб и ошибок. Ну, зато, знаете, по-моему, это самый лучший урок, наверное, в жизни. Проходить через какие-то трудности, преодолевать самостоятельно и делать из этого для себя какой-то урок. Хочу приоткрыть окошко, потому что очень что-то жарко, прям так стало. Слегка так приоткроем. Печь раскочегарили. И что у нас здесь по температуре? Ого-го, совсем поднялась.
34 градуса, друзья. Ну, конечно. Ой, это сауна, совсем просто, жара. Это просто сауна. Ну, скоро, конечно, у нас будет готов наш ужин. Знаете, как... Я не знаю, как к вам, вот ко мне отсюда. Вот Да, здесь запахи такие прям. как идет. А, я же еще туда укропчику кинула. Ага. Ага, и вот прям вот это сочетание всего. Кстати, мы Такой же, аромат. я бы не сказал, что мы голодные. Мы же, в принципе, ели. А есть охота на перекусывали. природе всегда. Ну да. Да. Начали накрывать на стол, Да. а потому нужно помыть руки. Еле сказал помыть руки. Обязательно. Мойте руки перед едой. Ой, у нас опять тепленькая водичка там. Замечательно. Полотенчика. С зайчикой, да? Так. Это у нас лучок, Витаминчики. чесночок с соевой пастой будет. И капуста такая ферментированная. Ага. Даже чесночок позеленел у нас. Видите как? Я, кстати, уже чувствую запах. Угу. Так. О, как парит. И выглядит как аппетитно. Ага, а пахнет как? Ага. Ух ты. Ух, какое мяско там, смотрите, как тушеночка. Угу. Ой, какое нежное мясо. Да, вот У меня это опять руки дрожат от голода, видимо. заморили, да, вас? Да я вроде бы недавно так перекусил. Ух, как же хорошо. Смотрите, тушенка какая настоящая. Угу. Прям с ложки аж. Высший сорт. Ага. Посмотрите, как разладится. Да. О, какой класс. Отлично. Такой вот у нас зимний ужин на природе. На леднике. Ну, пахнет уже нереально просто. Все, пришло время снимать пробу, Сангенич. Ну, конечно, я же главный дегустатор. Конечно. Хлебушек черный. Черный хлебушек. Так, попробуем первый кусочек мяса. Ой, надо так взять, чтобы он взялся. Норовит ускользнуть. Друзья, всех еще раз с Новым годом, с новым счастьем и приятного аппетита всем. Приятного аппетита. О. Просто тает во рту. Это кайф. Прям четко закисло. Вот такая вот у нас кислая капуста. Вкусная. Слушайте, ну нереально вкусно прям. Даже соль в норме оказалась. На глаз кинули просто соль. Жареную соевую пасту с лучком. Или у нас у корейцев в простонародье просто тяй. Да, просто тянь. Какой же кореец без тяя?
еще один кусочек мяса. Мягкое, сочное. Такое простое блюдо, так легко готовится, но вкусно. Мне кажется, чем дольше оно стоит, тем вкуснее, да? Угу. Я вроде уже сытый, но остановиться не могу. И дальше ем. Ой. Это очень вкусно. Это очень просто. Не скажу, что быстро, но очень вкусно. Да, лучок. Скоро лопну. Поставили чайник. Очень хочется горячий чай. Сейчас уже, наверное, скоро закипит. А сам Генч пьет холодную воду. Вот, Я бы сказал, ледяную. Да, прям ледяную воду пьет. Ну, я не знаю, почему вот иногда так хочется ледяную воду. Кстати, смотрите, как запотело. Да. У нас здесь жарко, можно сказать. Так, закипел. Конфетки мои крепкие, да? Угу. Вот так. Обязательно перемешаем трижды чай. Тогда будет крепкий-крепкий. И вот такие у нас сладости сегодня к чаю. На десерт. А так я спасаюсь. Александру Евгеньевичу жарко, потеет. Ну, потому что печь у нас сейчас так топилась с чайником вместе. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ого, ну, конечно, у нас здесь 36 градусов. 36 уже? Ага. Очень жарко, очень. Я тоже уже скинула себе безрукавку, потому что невозможно сидеть так. Да. Здесь в шортах надо сидеть. Ой, какой горячий. Здорово. Так, а какие у вас там есть? Разные, выбирайте. А что мне выбирать? Я всегда ем одни, которые никто не ест. А я люблю такие горький шоколад. Вот, кстати, вот эти вот горький шоколад. Все разные любят. Да, а даже не горький, это кофе. Это кофе с молоком. Кстати, вкусный. Да, держите. Это вам. А где мой марципан? А, марципан там где-то есть. Марципан есть. Он менее сладкий. Все, поколдовали трижды над чаем. Там смотрите, чтобы не продуло вас. Да нет, здесь жарко. И она вот так вот встает, и все не пропускает. Там клапан же. Вот нет, там видно, что есть щель. Просто вы слишком распарились. я... Как в бане. Я, если честно, ничего не чувствую. Ну, сегодня потому что у нас не холодно, там всего 14 градусов. Даже последний раз, по-моему, 12 было, когда я смотрела.
Да, не Угу. холодно. Там не холодно, просто ветерок. Так. О, какой хороший чай. Вот, и держите. Ух Пейте ты. чай. О, такая жара, и пить еще горячий чай. Так. Посмотрим. Мне Всем кажется, приятного чаепития. приятного чаепития. Так. Давайте, друзья. Динь. Так. Мне кажется, что это самая вкусная шоколадка здесь, в этом наборе. Кофе с молоком. Она, кстати, вкусная. Действительно вкусная. Здесь беленькая, да? Угу. Прям кофе отдает. Угу. О, какой горячий. О. Напали на конфеты на ночь глядя. Опять поймали меня. Мгм. Ох, как ветер разыгрался. Там, посмотрите, дверь нашу открывает. Хоть немного свежий воздух заходит. Ну, очень свежий там воздух. Да. Ходуном прямо у нас здесь все. Ходуном. Да. Ну, знаете, стоит юрта очень-таки даже... Вот, даже здесь. Ага. Игрушка потому что- сбила картину. Это потому что отсюда заходит. Дверцу открыли, поэтому вот такой сквознячок. Да. Вот здесь вот за печью у нас есть еще одна приточка. Вот такая вот. Вот ее можно до конца вообще открыть. Ну, знаете, мы ею не так часто пользуемся, потому что нам достаточно того, что дает дверь. Окна тоже открыты, кстати. А, кстати, окна, да. Окна тоже открыты. А температура у нас сейчас какая при этом? Сейчас дверца была открыта, может быть. Ага, даже при открытой дверце все равно 32 градуса. Но это такая, знаете, у нас достаточно, я смотрю, постоянная уже температура здесь. Да? Но мне жарко. Мне очень Но жарко. это потому что за палаткой сегодня не так холодно. Ну, 12 градусов, это, конечно, так, достаточно. Знаете, кстати, в чем очень большой плюс? Жерлицы поставили, можно их вообще не трогать. Полторы сутки они так стоят и не замораживаются даже. Ну, снежком, конечно, их закрыть и все. Вот минус 42, вот это да, вот это было холодно. Да, это было холодно. Окошко я закрыла, думала, может быть, из-за открытого окошка такой здесь сквознячок. Нет. Смотрите, смотрите. Ого, как там. Ага, со всех сторон. Ого. Ничего страшного. Да, но, друзья, вообще не продувает. Здесь так тепло. Даже при том, что вот так вот ходят ходуном у нас. Вот эти полотна. Ну, очень тепло. Смотрите, что происходит. Да. Ох, как хорошо горит. Уже все, уже мы и чаю попили, и поужинали хорошо, все убрали, Спать, да, посуду хочется? помыли. Спать хочется. Хочется уже. спать уже. Утро вечером мудренее, как говорится. Сейчас делаем закладку. Ну и, наверное, сегодня тоже будем, наверное, по очереди топить печь. Но мне кажется, ее сейчас попозже заложим полностью и вот этот вот поддувало немного закроем, потому что жарко слишком. На улице не холодно, поэтому можно не топить сильно. Да, сегодня тепло. Ну, как тепло, это на самом деле, конечно, минус 12, это тоже, это тоже все-таки Ну, минус. тепло относительно. Относительно тепло. С печью это тепло.
Эта печь, даже конечно, да, жарит. Кстати, можно было даже сегодня нашу корейскую печку взять, да, вот ту, которая не рассчитана на сильные морозы. Да, даже с ней жарко было, мне кажется. Ну да, вообще-то. Все, будем укладываться, друзья. Уже ничего не охота. Угу. Всем спокойной ночи. Будем Спокойной укладываться. ночи. Подушка.